Сейчас хочу рассмотреть тему управления и все, что с этим связано в рамках мультиплеера. Просто взять и добавить скрипт управления на игрока будет мало. Нужно будет решить ряд вопросов, связанных с задачами мультиплеера. Эти вопросы будут возникать по ходу работы. Также пощупаем компонент Network Transform, без которого бы управление в рамках сетевой игры не получилось бы. Также пощупаем класс Network Behavior. Охайо, зритель, ты во вселенной Rainbow, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Начну с того, что мой примитивный персонаж уже умеет двигаться. Заставить его передвигаться можно различными способами, и ролик сейчас не про это. Я управление сделал через новую систему ввода, которую подробно разобрал в своем ролике про New Input System. Там же я показал старые и, возможно, привычные системы управления, которые ты смело можешь забрать себе, чтобы заставить твоего персонажа двигаться. Также сделал управление для клавиатуры плюс мышь и для геймпада. Если ты уже знаешь, как двигать своего героя или уже посмотрел мой ролик про New Input System, тогда начинаем разбор темы этого ролика. Сначала покажу, как вообще теперь работает эта игра после добавления управления. Неважно, это сделано через старые добрые GetAccess или через New Input System, как у меня. У меня, кстати, тут тоже управление для клавиатуры плюс мышь и для геймпада. Это сделал для того, чтобы иметь возможность определить в сетевой игре, кто с какого устройства играет, и впоследствии показывать это в меню там или во время игры. Например, в Warzone можно увидеть, кто с чего играет, и заранее геймпадеров проклинать, кто понял, тот понял. А я продолжаю. После запуска хоста я захожу в синхронную копию проекта, что это я говорил в прошлом уроке, присоединяюсь как клиент, и появляются два игрока, что логично. Но как только начну двигать где угодно, то двигаются сразу два игрока. То есть нет разницы, сколько игроков присоединилось, любое изменение положения каждого влияет в полной мере на положение всех остальных. И это первая проблема, с которой столкнулись, и начинаем ее решение. Почему так происходит, можно догадаться без особых усилий, потому что два игрока на сцене и на них скрипт управления. Как только начинают двигаться, то все игроки с этим скриптом будут двигаться, это понятно. Но вот как это исправить? Попробуй нажать на паузу и просто подумать хотя бы минутку, каковы были бы твои действия. Надеюсь, ты это сделал, потому что я хочу научить тебя на своем канале, а не просто показать готовый ответ и ты просто его скопировал. Не забудь подписаться, когда досмотришь, а лучше сделать это уже сейчас. Итак, ответ очень простой. Это научить скрипт определять того, кто начинает движение. Если хост, то двигай только хоста, если клиент номер один, тогда только его, и так далее. Идем в скрипт и сделаем эту логику. Для того, чтобы скрипт понимал, кто есть кто, нужно поменять наследование скрипта с управлением. У меня вот этот скрипт, у тебя он может быть свой, сейчас это не столь важно. Тут мы меняем привычный нам monoBehavior на Network Behavior. У меня в 22 студии сразу подключается вот эта библиотека. Если у тебя автоматом не подключилась, просто пропиши ручками. Network Behavior — это просто расширение для monoBehavior. По сути, тут все то же самое, только с добавлением новых фич относительно мультиплеера. Тут можно увидеть bool переменная для определения того, что сейчас запущено, а также важная для данного урока переменная isOwner. Эта переменная определяет, являемся ли мы владельцем этого скрипта. Если это да, тогда переменная true. Это все происходит в рамках или клиента, или хоста. Таким образом, если я добавлю проверку в update скрипта с управлением, то можно решить проблему одновременного передвижения всех игроков. Запускаю и проверяю. Готово. Решили первую трудность. Но тут же можно уже увидеть и вторую. Нет изменений положения игрока у остальных клиентов. Сейчас этим и займемся. Эта проблема решается через добавление к префабу игрока компонента Network Transform. Этот компонент позволяет синхронизировать трансформ объекта между всеми игроками. Добавим этот компонент и настроим его. Тут ты видишь, что можно выбрать, что именно будем синхронизировать. Чем меньше будем передавать информации между игроками, тем меньше нужна пропускная способность сети и, соответственно, меньше лагов на сервере. Потому важно передавать только то, что нужно. Например, я выключу все галочки и включу только те, которые надо. Размер и вращение я не меняю, потому их включать не буду, в этом нет вообще никакого смысла. А вот перемещение уже надо синхронизировать.
но перемещаемся мы только в плоскости XZ, вверх не двигаемся. Потому эти оси оставлю включенными и давай проверим. Супер, теперь все работает как надо. Для наглядности выключу передвижение по оси X и проверим еще раз. Получилось даже интересно, можно где-то использовать. Думаю, суть этого всего понятна. Теперь расскажу про остальные настройки и будем двигаться дальше. Есть еще трудности и вопросы. Следующие настройки — это пороговые значения для перемещения, вращения и масштаба. Зачем это надо? Это те минимальные значения трансформа, которые будут синхронизироваться. То есть игрок должен переместиться на 1/1000, и только тогда будет синхронизация. Чем меньше значение, тем больше нагрузка на сеть, потому что чаще будем делать эту синхронизацию. Чем выше значение, тем менее плавная картинка у других участников игры, но меньше нагрузка на сеть, так как реже обновляем положение. Для теста можно сделать пороговое значение для перемещения в 1 и проверим. Как видим, я двигаюсь у себя плавно, но клиенты получают мое движение рывками, потому что каждый 1 метр проходит синхронизация. Можно еще больше поставить для наглядности. Если верну обратно, тогда каждую 1/1000 метра будет обновление и тем плавнее перемещение. Последние настройки — это две галочки. Первая говорит, что все изменения трансформа будут в локальном пространстве. Возможно, это пригодится, и ты знаешь, как это исправить вот тут, так как по умолчанию все изменения синхронизируются в мировых координатах. А вторая галочка по умолчанию включает интерполяцию значений для плавности. По умолчанию лучше оставить включенной, потому что если выключу, тогда получаем дрожащую картинку. А разница только в скорости получаемой информации. С включенной интерполяцией входные данные заносятся в буфер с небольшой задержкой для того, чтобы интерполировать значения и выдать результат. А если выключу все, то данные сразу же отображаются и задержек нет. Но плавности тоже нет. Возможно, это тоже пригодится для каких-то объектов, которые не видно, но зато обработка их трансформа будет быстрее. Компонент Network Transform выполняет интерполяцию только на стороне клиента. К этому можно показать такую картинку из официальной справки, где видно процесс интерполяции. Вверху каждый тик сервера, потом буфер клиента и в самом низу тик клиента. Можно нажать на паузу, чтобы лучше рассмотреть. На этом настройки заканчиваются, и они крутые. Можно было бы, наверное, и завершить, но нет, есть еще проблема. Смотри, я выбрал клиента и хочу двигаться, но у меня это не получается. Объясняю почему и будем решать. Дело в том, что только сервер имеет право что-то менять в игре. Потому, когда мы активируем хост, а если ты смотрел мой ролик про разницу между хостом, сервером и клиентом, то знаешь, что хост — это тоже сервер, то у нас разрешено перемещение. И когда клиент начинает что-то менять, то сервер ему это запрещает. Компонент Network Transform всегда синхронизирует позиции с сервера на клиентов, и изменения позиций на клиентах не разрешены. Есть как минимум две архитектуры клиент-серверных игр, или проще говоря мультиплеерных. Это клиенту разрешено все и клиенту запрещено все. Это так, более общая архитектура. Эту проблему можно решить через RPC общения сервера и клиента. В этом случае каждый клиент бы получал разрешение на перемещение. Но эту тему я пока не трогал, потому есть второй способ, который описан в справке. Это скачать клиент Network Transform, который находится в пакете Multiplayer Samples Utilities. Для этого в Package Manager нужно добавить URL-адрес гита и скачать. Эту строку можешь скопировать из описания под роликом. После нужно заменить Network Transform на клиент Network Transform и выставить такие же настройки. Если интересно, можно зайти в код и глянуть, что клиент Network Transform наследует Network Transform и перезаписывает только одно поле, которое делает сервер не таким крутым, как раньше. Проверяем теперь, и вуаля, все работает, как на стороне сервера, так и на стороне клиента. Отлично, я с тобой разобрал множество нюансов, и ты готов создавать крутые игры.
На этом с перемещением завершаем. В следующей части разберу синхронизацию анимации. Так что подписывайся и ставь лайк. Также в описании есть мой Telegram и Discord каналы, обязательно заходи. А еще заглядывай на Patreon или кнопочка спонсировать прямо под этим роликом. Буду очень признателен, а ты получишь всякие плюшки от моего канала. Сайонара!